Здравствуйте, мои дорогие друзья и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Астро Испирасьоне. Сбудется ли ваше желание? Да или нет? Получится ли осуществить задуманное? Получится ли осуществить какую-то тему? Или вот то, что вам сейчас интересно? И, возможно, вы к этому уже прикладываете много усилий и прикладывали в прошлом. Ну, а вот и ныне там так тоже, к сожалению, бывает. У нас будет 3 варианта. И я специально 3 колоды, разные. И если нам вот так вот однозначно «да» скажут карты, мы не будем раскрывать подробности. Но вот если как-то так вот неопределенно, все же все карты разные, или нам будет такой ответ первой карты, как «нет», тогда, конечно, мы любопытны, мы раскроем. А почему нет? Может быть, через какой-то период времени таки «да» будет. Правда, так бывает. И поэтому можно построить наш расклад, прогноз, онлайн такое гадание по-разному. Вы можете загадать один какой-то вариант, если у вас не так много желаний, а если у вас их чуть-чуть побольше, как, к примеру, у меня, мне тоже интересно, я вместе с вами гадаю, то можно, к примеру, по намеченным целям, да, вот как само по себе желание, можно разбить на периоды. Допустим, траектория там месяц, полгода, как это вы видите. Или, допустим, добавить, что будет, если я поступлю определенным одним образом, а что будет, если я поступлю как-то иначе. Ну, или ваши любые варианты, мои дорогие. Вот давайте поговорим с нашей интуицией. Любой прогноз – это всегда разговор с интуицией. Ну и, понятно, альтернативные варианты. Поэтому первый вариант, второй и третий. И я расставлю тайм-коды под видео. Но я надеюсь, что вопросов у вас много, но как альтернативу какую-то, как это у вас откликается, буду благодарна вашим комментариям. Итак, первый вариант. Осуществится ли ваше желание? Получится ли в реальной жизни добиться того, о чем вы мечтаете? Или какой-то, как задумка ваша, может быть, на более глобальном каком-то уровне, может иметь право на жизнь или нет? Давайте узнаем. Или нам придется что-то переделать, пересмотреть. Итак, исполнится ли задуманное? Осуществится ли желание? Сбудется ли оно? Тогда или нет? Вот это да. Старший аркан – правосудие. Тут прям по справедливости. Мы знаем, что это всегда причина и следствие. Вот смотрите. По первой ситуации задуманной будет идти тот вопрос, который вы уже им занимались, это точно. Причина-следствие. То есть уже какие-то, ну, наверное, ресурсы вложили или вложили свое умение, может быть, и знания. Или пусть даже мы на отношения переложим, да, ну, значит, какая-то история явно не нова. Она уже тянется какой-то период времени. Но давайте мы рассмотрим. По справедливости вообще, по идее, карта так у нас немножко, она не говорит ни да, ни нет. То есть если вообще буквально по аркану это переложить, то если мы сделали что-то хорошо, то и сделали правильно. Ну, такой эквивалент мы получим. И пусть у нас даже сейчас что-то пробуксовывает, но тогда как помощь высших сил, может быть, это конкретно человек какой-то, даже тот, на который вы сейчас, на которого, точнее, вы даже сейчас не думаете или не рассчитываете. Это как помощь руками других людей. Это словно Вселенная нам возвращает наши приложенные усилия в виде уже результата или достижений. Но, с другой стороны, иногда и работа над ошибками тоже проходит по этому аркану. Ну, если мы там где-то наследили или сделали что-то не очень хорошо, то с этим вопросом нам придется все же разобраться в одиночку. Это правда есть такое. Ну, давайте рассмотрим. Так вот, почему? Что означает вот этот старший аркан? Мир. А здесь нам говорят, что все как раз-таки получится. Но, знаете, как всему свой срок. Потому что 2 старших аркана можно трактовать так. Вам это по судьбе. Но, может быть, не совсем в те, вот если вы загадали, тем более, какие-то временные рамки, то здесь все равно. Ведь это всегда финал или окончание, завершение. Последний, причем старший, мои дорогие. Посмотрите, 2 старших аркана.
я могу предположить, что то, что вы загадали, не совсем на уровне ваших вот хотелочек или желания. Нет, тут взаимосвязь может быть с внешней ситуацией, с какими-то событиями. Или как обстоятельства вашей жизни, когда не только от вашего желания это зависит, а еще по ряду некоторых причин. И вы на эти причины не влияете, мои дорогие. Ваше желание, оно красивое, оно очень правильное, потому что нам заканчивается арканом мир, и этот аркан говорит, для тебя нет ничего невозможного на самом деле. Поэтому для кого-то из вас это будет говорить карта о том, что, ну да, у тебя все получится, но дистанция, может быть, и придется еще, да, это у нас 11-й аркан, а это 21-й. Их разделяют 10 каких-то других арканов, самых разных. И поэтому, скорее всего, придется какой-то путь еще пройти, приложить усилия, может быть, и быть настойчивыми. И смотря что вы загадали, для кого-то может быть как подсказка с учетом старшего аркана правосудия. Поступай по закону. Для тебя будет очень важно, когда все документы, бумаги в каком-то порядке. Когда то, что прописано, ты не приблизительно знаешь. Или бумага где-то там лежит, к примеру. Или ты делаешь где-то по наитию. Или готов поступать. Может быть, и где-то по ситуации. Такое тоже могу допустить. Но вот еще все же нужно, чтобы вы, мои дорогие, кто смотрит это видео, соразмеряли, как работает закон. Все же правосудие, да, этот аркан еще одновременно называется справедливость. То есть тут все должно быть по справедливости. И, понятно, первый вариант, он отнюдь не про то, что как выигрыш в лотерею. Ну, вообще мои расклады и прогнозы я никогда не рассматриваю как какой-то куш. Нет. Я больше придерживаюсь той политики, скажем, внутренней, да, самоорганизации, что это нам себя нужно организовать. Это нам самим нужно, ну, какие-то усилия обязательно применить и понимать не просто, знаете, вот как действие ради действий, а причина и следствие. Ведь, в общем-то, об этом и говорит карта. Видеть на пару шагов вперед точно нужно. Нельзя обходить законы, нельзя где-то хитрить, вот, мои дорогие, иначе выйдет бумеранг, наоборот все. Но если ваши помыслы чисты, то тогда, конечно, карта мир. Итоговая карта. Это карта, знаете, такой вселенской радости. Или пусть это даже тема, которая вот вашей личности она касается. Но это для вас может быть, к примеру, как рост вашей популярности, рост вашего дохода. Это когда признание ваших заслуг, построение, допустим, карьеры. Или для кого-то переезд. Мир – это еще и расстояние, мои дорогие. Пусть для кого-то освоение новых навыков профессии – это у нас тоже расстояние, эфир, интернет, подсказка. Изучай новые технологии. Вот тоже можем переложить, правда? Пусть это в личной жизни. По аркану мир завершение какой-то ситуации будет, это точно. И карта говорит, ты должен поступить по справедливости. Может быть, и придется в некоторых вопросах нам подвинуться. Нам, скорее всего, с учетом аркана правосудия придется себя корректировать, это факт. Потому что нам же баланс надо держать. Иными словами, вот у нас весы. На одну сторону положили что-то, на одну чашу, и на второй это должно быть в итоге в эквиваленте. И тогда вот этот сбор урожая у нас получается шикарный. Но, в принципе, все то, что я сказала, первый вариант, он точно да. Давайте вот как стратегия, тактика на ближайшее время. Ну, то, что я сказала, смотрите. Правосудие и королева мечей. Это правда, рационализм. И часто мечевые карты – это интеллект. Это какая-то конкретная ситуация или конкретное решение. Опять же, знание законов. Может быть, контакты с вышестоящими организациями, с какими-то чиновниками, кто что задумал. Или, если с конкретным человеком, или личная жизнь, или это в лице руководителя. Все должно быть прописано, опять же, на бумаге. У вас должен быть соблюден закон. И никаких эмоций. Все три карты. Эмоции ты получишь потом, когда будет итог. Но ты к этому еще действительно должен приложить много усилий. Ну, нечего уже тут говорить. Давайте пойдем. Второе желание, вторая задумка. С чем это связано? Так да или нет?
Осуществится ли задуманное, исполнится ли намеченное, а может быть мечта. Тут у кого что? Да или нет? Вот тут, наверное, точно какая-то мечта. По шестерке чаш, вот именно в этой колоде, обратите внимание. Как будто что-то длится из прошлого, правда? Мальчик со щенком нам показан, и потом он в более зрелом возрасте, это уже взрослый пес. Ну и мужчина тоже зрелом в таком возрасте, когда он уже, во-первых, рад тому, что у него есть вот такой четвероногий друг. Может быть, это какая-то история вашей дружбы или, ну, допустим, даже история личные отношения. Часто по шестерке чаш и проходят наши либо близкие, либо родственники. Или, может быть, это даже касается какого-то путешествия. Ну, почему нет? И куда-то далеко это как место нашей силы. С одной стороны, это как воспоминание. Мы говорим, да, мальчик и маленький щенок. Воспоминания, где вы могли быть. Или, может быть, это где вы родились, как малая родина, вы хотите туда, ну, если не переехать, то съездить, посмотреть. Или встретиться с кем-то из людей, которых вы тоже прежде знали. Здесь я бы сказала по этой карте «да», но, опять же, нам дистанцию какую-то показывают, правда? Дистанция по времени. С чем это связано? Не все так быстро. И старший аркан отшельник. Это тут мы немножко закрываемся. Поэтому аркану мы, если мы о мечте, то вы готовы пройти какой-то путь. Но, может быть, все же отшельник, он идет. Это не есть карта, которая говорит нет, он идет своим путем. Но этот путь, он достаточно не короткий раз, а во-вторых, это не быстрая карта. Она медленного передвижения, когда мы сохраняем свои помыслы, замыслы, намерения. И главное, если ты не потеряешь свою мечту, если ты не передумаешь, если ты будешь достаточно настойчивый, то у тебя получится это осуществить. Шестерка кубков иногда карта ностальгии называют. Поэтому аркан отшельник. Ты должен как сконцентрироваться на своем желании, а мысль материальна. Но не одной мыслью. Мысль материальная может помочь, если мы каждый день словно оживляем заново нашу мечту. Мы отправляем в пространство мысли о том, что да, для нас эта тема активна. Эту мечту мы хотим осуществить по-прежнему. И неважно, сколько лет этой мечте, неважно, какая дистанция нами уже пройдена, мы готовы еще пройти какой-то путь. Но, к примеру, эта карта говорит, отправляйся в одиночку. Правда. Если это у кого-то касается переезда. Ну, может быть, буквально. Съезди первый раз в разведку, сам узнай. Или тебе никто не должен помешать. Ведь вот аркан отшельник, я люблю очень эту карту, за то, когда вот та же самая мечта, к примеру, да, мы что-то задумали, и нам никто не мешает. Тут самое главное самому не передумать, самому в себе не разувериться, а наоборот, продолжать какое-то дело. И пусть тысяча неопределенностей, или, мои дорогие, вас никто не верит. Но вот вы верите в себя? Вы в свою мечту верите? Значит, поверьте, вы найдете какие-то методы. Пусть вы что-то переиграете. Пусть даже пройдет какой-то период, какой-то срок. Но самое главное, не переводи это в сожаление. Или вот в эту ностальгию, когда мы начинаем думать, было бы неплохо. Или было бы неплохо, если б я... Вот у меня получилось сделать тот или иной вариант, или какое-то действие. Или было бы неплохо мне бы побывать в каком-то конкретном месте, было бы неплохо поговорить с каким-то человеком. Бы надо убрать, понимаете? Вот тут в чем загвоздка. Иначе это переходит в разряд иллюзий. А если ты сохраняешь это намерение, то вполне вероятно ты и получишь, осуществишь желаемое. Тут ведь по времени, опять же, нужно силу желания иметь. Вот это да. Такое впечатление, что либо один человек, правда, загадал сразу и первое, и второе, и как-то это у вас взаимосвязано. Как-то перекликаются. По крайней мере, я могу допустить. И опять же, рациональные какие-то решения. И основывайся на самого себя или саму себя. Надейся. Ведь прообраз любой королевы мечей – это прообраз Юдифи.
И она надеялась сама на себя, поэтому она и вошла в Ветхий Завет, мои дорогие. Может быть, и нам придется как-то альтернативно поступать. И мы никому о своей мечте, кстати, не говорим. Сочетание отшельника и королевы мечей говорит: храни молчание. Счастье и удача любят тишину. Если ты какой-то коллектив или компанию за собой потянешь, да, например, ну, к примеру, вы хотите осуществить какое-то намерение в плане вашей занятости или что-то там, ну, как личное дело, может быть, а вот тоже начинать нужно с первых шагов самому. И тут не раздумывать, наоборот, эта дистанция, она может касаться, что вам планомерно придется какие-то, пусть мелкие шаги, но предпринимать самой или самому, не рассчитывая на помощь ближнего, мои дорогие. Тут какой-то путь, как по отшельнику, ведь это мудрец. И это, кстати, независимая личность. И королева мечей тоже независимая личность. Вот две карты, которые о независимости. И это не о том, что когда мы что-то кому-то доказываем. Нет, это уже не имеет никакого значения. Мы сами по себе немножко. И вот если вы будете сами по себе, вот в этом вашем задуманном желании, или искусство молчания, то тогда вам эти энергии тоже помогают. От чего-то еще и не отказаться будет на вашем пути. Фантастика. Ну, вообще, вы знаете, вам тут это по судьбе. По аркану Иерофант это всегда, ну, где-то тоже есть дистанция. Вот нам лестница, да? Как будто мы должны пройти это поступенчато. Где-то похоже даже на первый вариант. Но приложить усилия придется. Нам человек показан радостный. У него что-то получилось осуществить. И он уже теперь, может быть, у подножия вот этой лестницы, но она более конкретная, она более определена. Поэтому для тех, кто загадал второй вариант, вы, возможно, сделаете еще более какие-то конкретные, сами, никому ничего не говоря, шаги. Либо проясните, чего вам не хватает для того, чтобы осуществить задуманное. Либо добавите какой-то информации по части высоких инстанций. По Иерофанту такое проходит. Или каких-то служб, чиновников, отделов, офисов. Тут все что угодно может проходить. Но есть порядок. Иерофант – это порядок. И вот вам нужно навести этот порядок, как и в документах, может быть, для того, чтобы осуществить желаемое. Либо пройти какую-то систему иерархии. Может быть, и самому еще с чем-то определяться. Или для того, чтобы у вас в конечном итоге получился какой-то красивый узор. Тут начать нужно самому, буквально с чистого листа или с каких-то первых ступеней. Но карта Иерофант говорит, что у вас получится. Давайте-ка карту совета. Тут главное не мечтать. Не наделяйте тех людей, которые не обладают качествами, которые вы хотели бы видеть, но у них их нет. И поэтому тут не обижаться на них не за что, но и ожидать чудес от людей не стоит. Карта говорит лишь, это могут быть иллюзии. Мы с вами говорили в самом начале, поэтому второму варианту обратите внимание. Человек сидит, мечтает. Тут у нас сбоку как бы сердечко, да? Ну вот есть какие-то приятные эмоции или приятные мечты. Приятно об этом думать. Где-то витать в облаках, это тоже все очень приятно. Но если так поконкретнее, куда-то нужно поехать самому. Или переместиться, ноги, имеется в виду, движение какое-то, вы должны сами осуществить. И не надеяться, что где-то нас особо ждут, кстати. Потому что этот человек себе сидит, фантазирует, что там какая-то полная чаша ждет. Или какой-то волшебный кубок, да, ну в данном случае чаши в этой колоде прорисованы. Оно все может быть не совсем так. Поэтому быть готовым к неожиданностям и по части людей, с которыми вы общаетесь или доверяете свою мечту. Не берите с собой, я бы сказала, попутчиков. Вам тут вот две карты говорят, что... Да и третья, это, в общем-то, Иерофант. Это ваш путь наверх, мои дорогие. У вас получится. Может, поэтому нам карта выпадает. Тут собака, тут надежный друг. Но, наверное, не любовная история. Я бы сказала так, даже так. И если вы любовную загадали... Ну, тут тогда надо не замечтаться как-то, потому что у нас Хрюша с крыльями. Увы, мы знаем, свиньи не летают. Это я по части не наделяйте теми качествами, которых человек, ну, не имеет. Мы все разные. Не идеализируйте кого-то. Это вот такой совет мы с вами достали, да? И королева мечей тут ни разу не про мечту. Это
Холодная голова, какие-то очень взвешенные рациональные решения и действия в одиночку. Причем просчитанные, когда, ну, даже мы ориентируем самого себя, что мы можем оказаться в патовой ситуации, и нам придется действовать совершенно не так, как мы это предполагали. Мы себя настраиваем на то, что мы столкнемся с неожиданностями. И эти неожиданности нам тоже придется в одиночку преодолевать. Ты сможешь это осуществить, но только один или одна. А вот как раз помешать могут или какая-то робость в первых попытках, в первых шагах, или длительное ожидание, когда ты буквально кого-то ищешь с собой в попутчике. А если всего этого избежать, то тогда пройдет как будто свой срок. Ты все равно поднимешься по этой лестнице. Тогда или нет? Однозначно да. Королева Пентаклей, знаете, очень ярко карта добавляет, или точнее подытоживает все то, что я сказала. Где-то королева Пентаклей, энергетика Иерофанта – это похоже. И королева Пентаклей – это та, которая в ментальности как раз мечту-то свою и задумала. И ей совершенно не важно, кто там с ней за, кто там с ней против. Она сама организует свою жизнь. Она сама в своей жизни наводит порядок. Она сама себе намечает путь и преодолевает все трудности. Надеется сама на себя. И это сильная позиция. Это позиция сильного человека. И здесь могут проходить самые разные вопросы. Кстати, все же даже если кто-то загадал личную жизнь каким-то образом, нужно быть реалистом и все равно надеяться на самого себя. И если это вопросы работы, тоже от начала до конца и вы сами, но и по части денег. Тут любой эквивалент, мои дорогие, какой только не возьми. Но научиться и себя беречь, с одной стороны, и самое главное, наверное, себе доверять. Быть самому себе вот этим другом на протяжении всей жизни. Но по второму варианту, правда, у вас получится что-то осуществить. Хотя тоже какая-то дистанция. Увы, она предусмотрена. Третий вариант. Неожиданный расклад. Я так думала, что как-то побыстрее. Но если уж так, по-честному, и смотреть на арканы, которые первые, они ведь не дают нам однозначного ответа. Итак, третий вариант. Сбудется ли ваше желание или осуществите ли вы задуманное? Давайте узнаем. Да или нет? Королева кубков – карта любящего человека. Это карта и альтруиста, и карта, когда кто-то ждет. Это можете ждать и вы. Это может быть и какой-то конкретный человек, который тоже вас ждет. Или у кого-то из вас личная история. К примеру, вы загадали, произойдет ли новое знакомство. Или будет ли тот человек, который будет в мой адрес вот искренен, более чувствителен, кому буду интересен или интересна именно я. И не важно, что у нас выпала королева, а меня смотрят как и мужчины, так и девочки. Да, может быть, для девочек тут, знаете, чересчур альтруистом не быть, если вы желаете встретить нового партнера или новое знакомство. Лучше поначалу некоторый элемент недоверия, потому что мы можем очень легко попасть на какую-то, как удочку, понимаете? Нас могут подцепить на эти самые эмоции. Все же уязвимость в плане альтруизма и чувствительности эта карта имеет. И одновременно вытекающее ожидание отсюда, правда? Тогда мы начинаем чего-то ждать. А может быть, это будет тот, кто не придет. Но давайте мы узнаем. Так вот, тут ведь у каждого по-разному. У кого-то это может быть связано с семьей, ситуация, да? Давайте мы узнаем, так да или нет. Но тут к нам кто-то откликается. Поэтому, если про новое знакомство, то я бы сказала да. Но карты нам сразу говорят, да, ты можешь окунуться с учетом того, что я сказала, в эти эмоции. Но, посмотрите, две разные карты. У нас королева и это рыцарь, кавальеры. Так вот, романтика тут проходит. Очень много самых разных приятных эмоций. Могут быть и подарки, может быть и вдохновение. Романтические встречи, ужины при свечах. И вообще это, знаете, некоторое такое возвышенное наше состояние души
тоже, но одновременно мы можем что-то драматизировать. Но если мы берем королева и рыцарь, не какой-то такой не совсем, хоть и пару нам показали, а тем не менее, но неравноценные какие-то отношения могут быть. Или ты не забегай. Может быть, это, знаете, как та пара, когда еще, как вот по рыцарю, например. Это нам не говорят, что эти отношения будут длиться долго. Поэтому и не беги впереди паровоза. А вот королева воды, она наоборот, она быстро как-то углубляется, она быстро привыкает, да. Вот для кого это актуально, если вы действительно знаете за собой, ну, такое качество, вы быстро как западаете на людей. Или кто-то откликается в ваш адрес, и вам уже кажется, это или надолго, или очень искренне, а карта нам рыцаря говорит, да нет, насладись моментом, но принимай подарки, радуйся вот именно этому периоду жизни, что у тебя есть какая-то встреча, что ты можешь походить на свидание, к примеру, да, или куда-то еще походить, приятное общение, но пока еще рано строить какие-то планы или делать выводы. Но само по себе знакомство, кто загадал, да, оно будет. А вот что-то может затягиваться. По семерке Земли непонятно, во что это выльется. Но если, к примеру, вопрос, состоится ли знакомство, да, состоится. Но держи глаза открытыми, потому что соскользнуть ты на эти эмоции можешь. А по семерке Земли или Пентакли здесь все не развивается очень быстро. Особенно если мы перекладываем это на наши эмоции. Может быть, вам и хочется быстрее, как документально что-то оформить, но тогда по семерке быстрее ничего не будет. Здесь наоборот, увеличиться может какая-то дистанция. Вот это я могу предположить. Или какая-то встреча происходит, а потом люди разъезжаются. Вот и такое тоже вполне вероятно. Что еще нам скажут? 1000 неопределенностей. Все-таки, если мы говорим о том, что эмоции, Луна дает эмоции, но она еще и дает иллюзии. Тут будет важно не оступиться, тут будет важно, с кем вы познакомитесь, или пусть это вопрос даже касается не знакомства, а вообще денег или работы. Тогда много эмоций. Это мы можем подумать, что «о, дело в кармане» или «дело в шляпе», как вот есть такая поговорка. А на самом деле нет. По Луне тут еще пока на уровне эмоций, но никакой конкретики. И как дальше будут обстоять дела, тоже неизвестно. Вы знаете, я бы сказала, здесь не потерять свою собственную силу. По королеве жезлов это сильная позиция. Помните, мои дорогие, вот кто смотрит даже третий вариант, да? Даже если судьба вас сводит человеком, и пусть это у кого-то вопросы работы, на каком-то этапе, как будто, знаете, взаимоотношения, пусть рабочие, пусть это в личной жизни, они могут послужить шикарным стимулом, когда, ну, к примеру, от разочарований легче избавиться, или походить на свидание для того, чтобы переключить мысли с каких-то грустных или с какой-то прежней истории, с какого-то самокопания, на просто такие вот ни к чему не обязывающие встречи, романтику, почему нет. Но вовремя включитесь, потому что королева жезлов, и неважно, кто меня смотрит, это карта сильного человека. И именно она сильная не родилась, ее жизнь заставила. Заставила, потому что она прошла многократный путь проб и ошибок. Она потом только через пробы эти поняла, что нет, тут надо сохранять самого себя или саму себя. И она наиболее удачлива в том, что она умеет правильно работать с информацией. Она не доверяет то, что первый раз услышит, или то, что даже первый раз увидит. То есть она понимает, что варианты всегда возможны. Поэтому она словно эту перепроверяет, как и информацию, перепроверяет людей. Она не склонна вообще никому доверять. Она умеет хранить секреты и свои, и чужие. Но вот она-то обладает притягательной силой. Поэтому не волнуйтесь. Если суждено, и пусть это на начальном этапе, как знакомство возможно, с продолжением пока тут сложновато, нам не говорят. Так вот, для кого-то это та ситуация, когда вас человек догонит, даже если на какой-то период будет пауза. Но быстро не будут развиваться отношения. Но, может быть, чем больше вы себя цените, тем больше партнер ценит вас. И не важно, кто меня смотрит. И еще один момент. Будьте внимательны к деньгам, когда вы с кем-то знакомитесь. Ну, как с новым человеком. Вот интересно, к примеру, да,
Если мы переложим это на дела, работу, бизнес, и именно там, в этих областях, королева жезлов наиболее удачлива, то там тоже надо просчитывать самому или самой. Здесь нет, понимаете, чего-то такого, что с первых шагов, как широкое шоссе, или тот путь, дорога, которая обозначена, и ясно, куда идти, или где остановиться. Нет. Тут будет и то, когда вам нужно будет просчитать, и интуитивно даже, правда, доверяйте собственной мудрости. А потом еще и после этого переложить, может быть, на счеты или на калькулятор, да, математический подсчет. Потому что по королеве жезлов не должно быть никакого просчета. От начала до конца. Вот этот ее огонь в первую очередь горит для нее самой. А прежний опыт проб и ошибок заставляет ее быть максимально сконцентрированной. И если даже где-то на какой-то период времени мы словно расслабляемся, ну, значит, будьте готовы к тому, что вам придется быстро собраться и взглянуть какой-то правде в глаза. Третий вариант. Не все так однозначно. И если первые два варианта, они нам говорят, пусть через какое-то время или через прохождение какой-то ступенчатости, да, но все-таки карта, мир. И здесь у нас такие шикарные арканы королевы Пентаклей. Это всегда вершина наших достижений, правда. Получится. Раньше, позже, с какими-то нюансами, но главная концепция будет выполнена. У вас это получится осуществить. А вот по третьему варианту много эмоций. А как известно, эмоции не всегда помогают. Поэтому если мы короткую дистанцию поставим, эмоции нам помогут выйти из какого-то заточения, да, такого эмоционального или из каких-то разочарований. Но фокус в том, чтобы по выходу из разочарований следом не надеть на себя розовые очки. Перекладывайте на себя. Я буду благодарна за ваши комментарии. Ну, правда, немного неожиданно даже для меня этот расклад. Но что выпало, то выпало. И если подобный формат видео вам интересен, вы мне напишите. Значит, мы будем просто, к примеру, раз в неделю повторять. И все ж меняется, правда? И ситуации меняются, и желания наши где-то корректируются и шлифуются. Или появляются новые. Почему нет?